Полное имя нашей героини — Мириам Элизабет Родригес Мартинес. Впредь мы обойдемся лишь первым из ее имен. Мириам родилась 5 февраля 1960 года в неблагополучном регионе Мексики, Сан-Фернандо, штат Тамаулипас. Именно здесь, по официальной статистике, наиболее часто исчезают без вести. Чтобы вы понимали весь масштаб проблемы, с 1964 по 2019 год в штате Тамаулипас пропало без вести 10 032 человека. Это очень высокий показатель для Мексики. Впрочем, вернемся к Мириам. Как уже стало понятно, Мириам не очень повезло с местом рождения, однако, что поделать, нужно адаптироваться. И Мириам вполне с этим справлялась. Получила базовое образование, построила семью. У нашей героини родилась единственная дочь, Карен. Жизнь Мириам шла своим чередом, пока не наступил злосчастный 2012 год. Конец привычной жизни. Ранее я уже говорил, что Тамаулипас — крайне криминальный регион Мексики, в котором часто исчезают люди. Однако я не уточнил, почему так сложилось. Знакомые с темой криминала в Мексике наверняка догадываются. Дело в картелях. Да, именно в них. Боевики многочисленных группировок похищают людей, выходят на связь с их родными и требуют выкуп. Вполне стандартная схема заработка легких денег у бандитов. К сожалению, такая незамысловатая деятельность непосредственно коснулась семьи Мириам. В один из дней 2012 года Карен ехала на своем пикапе по автостраде. Как вдруг ее путь преградили два грузовика. Было очевидно, затевается что-то плохое. Карен не имела возможности ни объехать эти грузовики, ни пробиться через них тараном. Уже позже очевидцы рассказывали, что к пикапу девушки вышло несколько людей. Они быстро достали Карен из машины, погрузили ее в свой транспорт и уехали в неизвестном направлении. Вскоре преступники вышли на связь с Мириам и потребовали у нее выкуп за собственную дочь. Мириам, естественно, не имела выбора и исполнила требования. Принесла деньги бандитам, но дочь обратно так и не получила. Мириам узнала, что к похищению ее дочери причастен картель со звучным названием Лос Сетос. Скажу пару слов о нем. Теория мексиканского криминала. Лос Сетос — одна из многочисленных криминальных группировок Мексики. Была основана в 1997 Гольфо Гильеном и лейтенантом мексиканской армии Артуро де Сена. Примечательно, что значительную часть большинства мексиканских картелей составляют бывшие представители власти — полицейские, военнослужащие и прочие силовики. Виною этому довольно слабые государственные институты. Мексиканское правительство попросту не может обеспечить своим служащим достойных условий труда. Поэтому тех, кто умеет хорошо пользоваться оружием и не задавать лишних вопросов, с распростертыми объятиями встречают в сфере криминала. Там такие люди не помешают. Будучи в картеле, ты можешь погибнуть в любую секунду. Зато с деньгами проблем точно не будет. И этот фактор играет решающую роль. Активная деятельность Лос Сетос стала заметной в 1998. Довольно быстро группировка вышла на международный уровень в сфере наркоторговли. Наркотики до сих пор являются наиболее прибыльным бизнесом картелей. Но это не значит, что мексиканские бандиты только и просиживают штаны на плантациях. Картели похищают людей, держат бордели и вовлечены в массу других незаконных дел. А что там по иерархии? Иерархия в Лос Сетос. Как и положено структуре, созданной бывшими военными, иерархия картеля отличается жесткой дисциплиной и сложной системой подчинения. Однако ее точная структура до сих пор остается загадкой. Известно, что картель состоит из множества автономных групп, не связанных друг с другом напрямую. Это значит, что устранение одного звена не влияет на работоспособность всей организации. Пожалуй, именно это и обеспечивает устойчивость картелей в масштабе всей Мексики. Какие же уровни иерархии известны нам сегодня? Первый уровень — соколы. Это самые младшие члены картеля, вооруженные сторонники из числа местных граждан. Их задача — наблюдение за территорией и передача информации о подозрительных движениях. Второй уровень — кобры. Эти люди руководят соколами и отвечают за конкретные участки. Они тоже вооружены огнестрельным оружием и контролируют исполнение приказов. Третий уровень — новые сетос. Сюда входят бывшие военные, в основном из Гватемалы, прошедшие специальную подготовку. Они оснащены автоматами АК, HKG-3, М16. Используют гранаты, бронежилеты, шлемы, приборы ночного видения и технику радиосвязи. Некоторые из них — дезертиры из элитных подразделений армии. Четвертый уровень — старые кобры. Это командиры кобр, хотя военной подготовки у них, как правило, нет. Довольно интересная особенность структуры, если держать в уме то, что в картелях обычно действует принцип: кто сильнее, тот и главнее. Пятый уровень — старые сетос. Это элита картеля. Бывшие бойцы спецназа, перебежавшие в Лос Сетос еще в конце 90-х. Их число небольшое, всего около 40 человек, но именно они заложили фундамент этой жестокой преступной организации. А пока вы перевариваете структуру Лос Сетос, я возвращаюсь к Мириам. Все-таки она является главной героиней этой истории. Зарождение организации
Ситуация, с которой столкнулась Мириам, была по-настоящему страшной. Мексиканские картели славятся своей безжалостностью, не щадя никого, кто встает у них на пути. А власти? В большинстве случаев они либо закрывают глаза на происходящее, либо сами погрязли в коррупции. Зачастую и то, и другое. Бедная мать, осознав, что договориться с картелем не удастся, решила обратиться к тем, кто обязан защищать граждан, к местным чиновникам и правоохранительным органам. Однако вместо реальной помощи она столкнулась с безразличием и жадностью. Чиновники попросту вымогали у нее деньги, обещая содействие, но в итоге лишь разводили руками, ссылаясь на собственное бессилие. Но Мириам не собиралась сдаваться. После первых неудачных попыток найти дочь, она осознала, если рассчитывать не на кого, то бороться надо вместе с теми, кто также переживает эту боль. Она стала объединять семьи, потерявшие своих близких. Так, в 2012-м на свет появилась общественная организация Missing Child Parents, родители пропавших без вести. Всего за год деятельности к движению присоединились 600 семей, которых объединила общая цель — вернуть похищенных картелями родственников. Но, несмотря на достигнутый прогресс, сама Мириам продолжала поиски своей дочери. 2 долгих года она не оставляла попыток выяснить ее судьбу, цепляясь за каждую зацепку, за любую возможность. А затем все изменилось в один момент. Одна новость перевернула ее жизнь навсегда. Где нашли Карен? В течение 2 лет Мириам не оставляла попыток найти свою дочь. Женщина верила, что Карен до сих пор находится в руках картеля и ждет, пока ее освободят или хотя бы выкупят. К сожалению, освобождение дочери Мириам пошло по худшему сценарию. В 2014-м мексиканские правоохранители нашли на одном из нежилых ранчо 73 трупа. Среди найденных тел была и Карен. Вскоре о случившемся сообщили Мириам. Плохие новости оказали сильное влияние на бедную мать. 2 года жизни по факту были прожиты напрасно. В придачу женщина разочаровалась во властях и людях в целом. Все эти чиновники, которые просили денег за помощь, которые в итоге не оказали, стали воплощением того бессилия, вызванного жестокими картелями. Мириам знала, кто причастен к похищению ее дочери — бандиты Лос Сетос. И с этим знанием она начала готовить свою личную месть. Новый смысл жизни Мириам Мартинес. Обращаться к властям было бессмысленно. Доверие Мириам к правоохранительной системе было подорвано, а боль от утраты дочери не оставляла ни на секунду. Желание и цель безутешной матери было предельно простым — выследить всех, кто был причастен к похищению и гибели Карен, и сделать так, чтобы эти люди больше никогда никого не смогли похитить. При этом Мириам не собиралась делать ничего криминального. Она не пыталась отравить бандитов либо сжечь их дома. Мириам поступила мудрее и приняла роль частного детектива. Женщина замыслила собирать доказательства преступлений бандитов и предоставлять их властям. Надеюсь, что хотя бы с доказательствами на руках они зашевелятся. Первым шагом, на который пошла Мириам, элементарный сбор информации. Важно было понимать, в кого целиться в первую очередь. Сбор информации, как правило, проходил на улицах, в разговорах с местными жителями и очевидцами других преступлений. В конце концов, у Мириам была собственная общественная организация, что тоже помогало собирать информацию. Однако расслабляться было нельзя. Соколы картеля не спят. Со временем Мириам удалось собрать достаточное количество информации, чтобы наконец начать действовать. Методы работы. Мириам четко понимала, картель рано или поздно придет за ней. Иначе и быть не могло. Если картели не могут разрушить власти, то и простой женщине этого не сделать. Однако Мириам была убеждена, что попробовать можно. Чтобы бандиты дольше не смогли понять, кто собирает информацию о них, Мириам часто меняла внешность, использовала поддельные документы. Иными словами, была своеобразной актрисой. Мириам обладала врожденными качествами искренности, дружелюбия и добросердечности. Именно это и помогало ей втираться в доверие родителям преступников, которые рассказывали о личной жизни своих же детей. На случай, если станет совсем плохо, у Мириам был небольшой пистолет. Однако использовала она его лишь в крайнем случае, в основном для запугивания. Мириам знала, с кем имеет дело. В рядах картеля были дезертиры из элитных подразделений армии. Против таких ее оружие было бесполезно. Каждый ее шаг был рискованным. Но она не собиралась останавливаться. Проблемы с беззаконием. Несмотря на все старания не попасться на радары бандитов, у Мириам не получилось остаться незамеченной. Картель решил надавить на женщину и совершил дерзкую попытку похитить ее мужа. К счастью, мужчину удалось спасти солдатам, которые находились неподалеку от места происшествия. Попытка похищения еще одного близкого человека побудила Мириам напрямую обратиться к властям. Женщина просила о выделении охраны для ее семьи. Просьба была удовлетворена, но частично местная власть приказала полицейским 3 раза в день проходить мимо дома Мириам. Примечательно, что городские власти знали о том, что Мириам собирает доказательства преступлений картеля, но активно содействовать ей в этом не собирались. Очевидно, что чиновники опасаются за свою жизнь, ведь в Мексике их авторитет активно ставится под сомнение картелями. Такая тенденция сохраняется до сих пор. Почти 400 мексиканских политиков и журналистов стали жертвами нападений с сентября 2020
2023 по апрель 2024 года тема борьбы с картелями одна из самых опасных для местных властей. И чего же удалось добиться Мириам? Трудовые будни Мириам. Одним из первых, кого удалось выследить Мириам, был, как ни странно, Цветочник, бывший член банды, решивший завязать с прошлым. Но стоило ему увидеть ее, как он попытался сбежать. Мириам воспользовалась своим пистолетом для запугивания. И это сработало, преступник остановился. Чтобы передать Цветочника властям, Мириам пришлось сторожить его целый час. Этот арест стал первым звеном в цепочке. Вскоре Мириам собрала доказательства против еще нескольких членов группировки. Самому младшему из них едва исполнилось 18 лет. Но отдельного упоминания заслуживает поимка человека по имени Сама. Имя этого человека Мириам услышала еще в начале своих поисков, когда все еще надеялась найти Карен живой. О его причастности к убийству ей рассказал механик, которого похитили в ту же ночь. Механик оказался везучим. Преступники отпустили его живым. Мириам сумела найти фотографию Самы в интернете. На снимке рядом с ним была девушка в униформе магазина мороженого из соседнего города, Сьюдад-Виктории. Туда она и отправилась. Чтобы остаться незамеченной, она кардинально изменила внешность. Обрезала волосы и покрасила их в ярко-красный цвет. По несколько часов в день она высматривала Саму, и когда наконец увидела его, проследила до самого дома. Узнав адрес преступника, Мириам обратилась в полицию. Но там ей только посочувствовали. В это дело никто не хотел вмешиваться. Ситуацию изменил полицейский старой школы. Он взялся за расследование и добился ареста Самы. Правда, поймать его удалось в другом городе. Но это стало настоящей победой. Сама оказался разговорчивым и выдал имена остальных членов группировки. Полицейский соратник Мириам, ознакомившись с собранными женщиной материалами, был поражен качеством работы. За все годы своей службы я не видел такого. Информация и количество деталей, которые собрала эта женщина самостоятельно, это что-то необъяснимое. Она обращалась за помощью к представителям власти самых разных уровней, но все просто отворачивались от нее. Для меня большая честь знать, что я помог ей найти преступников, похитивших ее дочь. Каковы же результаты? Мириам знала, поймать всех виновных в смерти ее дочери будет невозможно. Одни уже давно отбывали наказание в тюрьме, другие исчезли навсегда. Но были и те, кто решил порвать с прошлым. Один из таких людей — священник, которого полиция задержала прямо во время службы. За 3 года своей опасной и упорной работы Мириам смогла найти 16 человек, причастных к преступлению. Из них 13 преступников отправились за решетку. Они понесли наказание. Хотите знать, что получила Мириам в награду? Благодарность картеля была да нельзя простой. 10 мая 2017 года в дом к Мириам ворвались вооруженные бандиты и убили ее. Женщина получила 12 пулевых ранений, от которых и скончалась. Примечательной является дата убийства. В этот день в Мексике праздновался День матери. Мне кажется, что эта дата была избрана не случайно. Хочется верить, что такой отважный человек, как Мириам, вызывал уважение не только у простых граждан, но даже у бандитов. Очевидно, что картель не мог оставить действия Мириам без реакции, однако смерть в День матери можно воспринять как дань уважения, по суровой логике мексиканских бандитов. Миссия Мириам не ограничилась лишь поимкой преступников. Она запустила цепную реакцию, которая оказала влияние на Мексику. Сегодня основанная ею организация разрослась до 13 филиалов по всей стране. И это поразительный результат, учитывая, что раньше подобных движений в Мексике просто не существовало. Но самым ярким проявлением ее влияния стал протест 10 мая 2017 года. В этот день люди выходили на улицы, требуя от властей Мексики и США гарантий безопасности для правозащитников. Это был символ солидарности с ее борьбой. Борьбой, которая не закончилась даже после ее смерти.